Сегодня продегустируем ликер амаретто от старого винодела. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. Итак, ликер амаретто мы сегодня сделаем и продегустируем. Этот ликер выпускается старым виноделом вот в таких вот упаковочках, где находятся все специи. Здесь есть инструкция и состав. Давайте начнем с состава. Итак, состав: миндальный орех, абрикосовые ядра, анис, вишня, абрикос, фенхель, перец черный горошек, перец душистый горошек, гвоздика, корица, ванилин. Вот сразу могу сказать по составу. Вот достаточно часто я слышу критические замечания по разным ликерам, по разным, точнее, настойкам от старого винодела. Критические замечания зрителей, которые состоят в том, что вообще гвоздика и корица – это такие специи, которые далеко не во все настойки нужно ложить, потому что многие их не воспринимают. Действительно, и корица, и гвоздика имеют такой, я бы сказал, очень специфический вкус. И далеко не всем нравится в наших напитках. Поэтому это вот критическое замечание в адрес старого винодела. Возможно, есть смысл делать как бы свою продукцию, свои сухие наборы для настаивания алкоголя вот без этих специй. Хотя, честно говоря, ну вот анис, там, допустим, такая специя тоже своеобразная, да, ну вот, допустим, турецкую водку раки или русскую анисовую водку без нее просто представить невозможно. Ну ладно, это я просто сделал отступление. Мы во время дегустации, в общем-то, все с вами узнаем. Итак, значит, как приготовить данный ликер? Ликер делается следующим образом. Содержимое пакета залить 1 литром самогона или водки. То есть, сразу видите, и на 40 градусов можно настаивать. И пакетик этот рассчитан на 1 литр дистиллята. Крепость 40%. Настаивать 7-10 дней, периодически встряхивая. После отфильтровать. Сварить сироп из 100 граммов сахара и 200 граммов воды, смешать с настоем, дать охладить и дать отдохнуть пару дней. Рекомендуется употреблять охлажденным. Не пару дней, извините, а отдохнуть 5 дней. 5 дней. Мелко написано, понимаете. Здесь в этом видео я решил как бы немножко сделать по-другому формат, потому что кто-то мне, пару зрителей писали, что Саныч, что-то там концентрируешь в наше время, точнее тратишь и концентрируешь внимание о том, как ты смешал эти специи, ибо мы смешать специи можем без вас, мы можем спокойно профильтровать и так далее. И я с этим согласен. Значит, настой не забудьте профильтровать перед тем, как будете смешивать с сиропом, ибо вся фильтрация любой настойки делается до того момента, как вы в нее добавили сахар. Итак, я начинаю готовить, а пока я буду готовить этот ликер, я просто вам расскажу кое-что об этом ликере под названием амаретто. Итак, амаретто – это итальянский темно-коричневый ликер на основе миндаля, абрикосовых ядрышек и пряностей. Содержание спирта в нем 21-30%, сахар 30 грамм на литр. В общем, это женский напиток. Имеет аромат миндального ореха и родиной считается район Сирона, Италия. Квадратная бутылка – визитная карточка ликера амаретто. Существует красивая легенда о том, что мастера стеклодувы острова Мурана придумали эту уникальную форму бутылки, чтобы даже на ощупь в темноте можно было определить, какой напиток у вас в руках. Употребляют амаретто со льдом, в составе коктейлей, добавляют в чай или кофе. Также используют в кондитерском производстве для пропитывания коржей, добавляют в выпечку и десерты. Наиболее известный вид итальянского амаретто выпускается с 1525 года и называется Дисарона амаретто оригинале. Кроме итальянских брендов, например, Лаздрони, прошу прощения за мой французский, и Люксарда, амаретто производится в Нидерландах. Бренды Bols и De Kuyper.
Ну, пока вы слушали историю амаретто, я уже все приготовил, и пробничек у нас здесь. Значит, я хочу отметить, что вот здесь как раз-таки написано амаретто ди Сарона, то есть это вот как бы подобие, настойка подобие итальянского этого ликера. Ну что ж, давайте отведаем, и я вам скажу свое мнение. Цвет, как вы видите, действительно такой темный, коньячный, и напиток абсолютно прозрачный. Запах. В первую очередь в запах бьют вот эти пряности. Такой пряный букет, достаточно приятный. Да, именно вот запах пряностей. Отведаем на вкус. В первую очередь чувствуются пряности. Второй волной идет вот этот вот миндально-ореховый вкус, который дали сам миндаль и ядрышки абрикосового ореха. Ядрышки абрикоса, извините, что ж со мной сегодня. Вот. Очень приятный напиток, и я думаю, это действительно на самом деле женский напиток, ибо содержание сахара достаточно велико, женщины любят, как известно, все-таки сладенькое. Это раз. И два, на мой взгляд, что этот напиток действительно очень хорошо подойдет вот, со льдом, если вы его смешаете, или будете использовать в кулинарии. Хотя и так вот за столом это такой, на мой взгляд, достаточно прекрасный напиток. Но сразу могу сказать, уважаемые зрители, что это не тот напиток, который с ребятами в гараже. Это все-таки напиток для вашего праздничного застолья. Значит, ссылочки на производителя старого винодела я оставлю в описании к данному видео. Это магазин Wildberries. Проходите, смотрите, покупайте. И я думаю, этот напиток достойно украсит ваш праздничный стол. А на сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Пишите комментарии, ставьте лайки. А вам, уважаемые зрители, да, не забывайте подписываться на канал и нажать на этот колокольчик, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолий. Если вы делаете первые шаги в увлекательном мире домашнего самогоноварения, рекомендую приобрести мою книгу «Самогоноварение для чайников». Независимым издательством Ридера эта книга была признана бестселлером 2020 года. Книга продается исключительно в печатном виде. Ссылочка на интернет-магазин в описании под данным видео. С вами был автор книги Самогон Саныч, а вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолий.